장가 시작이라 하는 거죠. 확실히 우리 진짜 시간. Каждый раз, когда в 2026 году снова упоминали BTS вместе, происходило что-то совершенно другое. После всего этого времени, всей военной службы, всех сольных проектов и всех моментов, когда фанаты могли только скучать по ним вместе, мир наконец увидел 7 участников, стоящих в одном направлении. И во всех этих моментах внимание публики вновь привлекали 2 фигуры, которые всегда создавали самую эмоциональную атмосферу, просто стоя рядом друг с другом Ви и Чингук. Сначала все было просто. Несколько фотографий в аэропорту. Несколько коротких взглядов. Несколько, казалось бы, непринужденных выступлений. Но по мере появления новых графиков все больше и больше людей стали замечать, что Ви и Чингук из BTS стали чувствовать себя гораздо комфортнее друг с другом, чем в последние несколько лет до призыва в армию. Появилось другое чувство спокойствия. Менее навязчиво. Менее искусственно. На самом деле, поскольку это выглядело так естественно, многие фанаты почувствовали, что их связь теперь глубже, чем когда-либо. Когда BTS снова начали появляться вместе в рамках подготовки к своему грандиозному возвращению в 2026 году, многие СМИ стали говорить о том, как изменилась атмосфера в группе после долгого перерыва. Сообщения даже предполагали, что участники готовятся к выпуску нового альбома и масштабному мировому турне после того, как все участники завершат свою военную службу. Но на фоне всех этих важных новостей EA постоянно обсуждают мелкие детали, касающиеся Тэхёна и Чингука. Потому что это просто они. Не пара, которая всегда должна громко говорить перед камерой. А 2 человека, которые часто меняют ситуацию, просто глядя друг на друга. Один из самых обсуждаемых моментов произошел, когда несколько участников провели совместный прямой эфир после воссоединения в Лос-Анджелесе. Во время трансляции Ви, Чингук и RM из BTS несколько минут бесцельно смеялись, заставляя фанатов почувствовать себя в старые добрые времена BTS до их долгого перерыва. А что растрогало многих, так это то, как Чингук не сводил глаз с Тэхёна на протяжении всего эфира. Иногда он просто слегка улыбался, когда Тэхён говорил. Иногда он смеялся громче всех, когда Тэхён отпускал странные шутки. Иногда он просто тихо сидел и слушал, как Тэхён общается с фанатами. На первый взгляд это может показаться не таким уж важным. Но для тех, кто следил за их отношениями годами, такие небольшие изменения кажутся очень значительными. Потому что после всего времени, проведенного вдали друг от друга во время службы в армии, их отношения ничуть не пострадали. На самом деле, они стали более зрелыми. И, возможно, именно поэтому люди сейчас не перестают говорить о них. Сам Тэхён кажется гораздо более открытым после завершения службы в армии. Многие фанаты говорят, что взгляд в его глазах теперь другой, спокойнее, но и более эмоциональный. Между тем, Чингук выглядит так, будто наконец-то нашел свою зону комфорта после долгого одиночества. По мере того, как BTS начинает готовиться к своему большому возвращению, ходят слухи и теории о том, как участники восстанавливают свои отношения после долгого перерыва. Некоторые сообщения даже предполагают, что процесс записи их нового альбома был полон эмоций, поскольку это был их первый альбом после службы в армии. Из всех участников, Тэхён и Чингук, похоже, больше всех наслаждались воссоединением. Их часто видели стоящими рядом в аэропорту. Они часто смеялись вместе, когда камера не была направлена на них. Они часто ходили почти одинаковой походкой, сами того не замечая. Мелочи, которые, казалось бы, не требовались, но все же происходили естественно. Именно поэтому их отношения всегда казались многим особенными. Потому что их отношения никогда не нуждались в объяснениях. Когда, по сообщениям, BTS начали подготовку к большому возвращению в 2026 году и возобновились различные международные проекты, внимание публики к группе значительно возросло. Но каждый раз, когда камера запечатлевала Тэхёна и Чингука в одном кадре, атмосфера менялась. Как будто миру напомнили, почему их отношения были так любимы на протяжении стольких лет. Был еще один момент, который по-настоящему тронул многих фанатов. Когда все участники BTS вместе отправлялись на зарубежные гастроли, камеры в аэропорту запечатлели Чингука,
идущего чуть позади Тэхёна, не сводя с него глаз в толпе. Возможно, это была просто небольшая привычка. Но именно эти маленькие привычки всегда делают их отношения настоящими. Это не было чем-то натянутым ради камер. Это не требовало официального объявления. Просто два человека, которые росли вместе более 10 лет и, казалось, все еще чувствовали себя комфортно друг с другом, даже после всех серьезных перемен в их жизни. И, возможно, именно поэтому 2026 год был таким эмоциональным для многих из BTS. Потому что после всего этого времени Ви и Чингук из BTS все еще чувствовали себя друг для друга как дома. Многое изменилось. Они стали круче, осторожнее относятся к вниманию всего мира. Но кое-что осталось неизменным, когда они были вместе. То, как Чингук автоматически поворачивал голову, когда Тэхён говорил. То, как Тэхён казался наиболее расслабленным рядом с Чингуком. То, как они смеялись над мелочами, которые никто другой даже не понимал. И, возможно, именно поэтому их отношения занимают такое особое место в сердцах многих людей. Потому что в постоянно меняющейся индустрии, изнурительных графиках и под давлением мира, следящего за каждым их шагом, Тэхён и Чингук по-прежнему сохраняют то же теплое чувство, что и много лет назад. Чувство, что некоторые связи никогда по-настоящему не исчезают. Они лишь углубляются. И, возможно, именно поэтому все больше людей начинают чувствовать, что отношения Тэхёна и Чингука – это уже не просто ностальгия. Между ними происходит нечто гораздо более глубокое. Нечто, что медленно развивалось на протяжении многих лет, никогда не объявляясь миру. Потому что, если подумать, они прошли через слишком многое вместе, чтобы их можно было просто назвать близкими. Они выросли в суровой индустрии. Провели свою юность под прицелом камер. Научились справляться со страхом, давлением и одиночеством в возрасте, когда они еще не были полностью взрослыми. И среди всего этого хаоса они всегда находят путь друг к другу. Именно это многие AMA начали чувствовать в последние несколько месяцев. Что их отношения стали намного тише, но крепче. Больше нет таких ярких, привлекающих внимание моментов. Уже не так откровенно интимно, как в ранние годы BTS. Но именно потому, что все стало тише, многие чувствуют, что их химия гораздо искреннее. Потому что такой комфорт трудно подделать. Однажды вечером после долгой репетиции в Сеуле один из сотрудников студии случайно поделился небольшой историей, которая быстро распространилась в социальных сетях. Согласно этой истории, репетиция закончилась почти в полночь, и большинство участников сразу же отправились к своим машинам, потому что очень устали. Но Тэхён все еще сидел в студии. Свет в комнате начал выключаться один за другим, а музыка для репетиции перестала играть. Его видели смотрящим на экран монитора и медленно потягивающим минеральную воду. И через несколько минут Чингук вернулся в комнату. Хотя на самом деле он ушел раньше. «Еще не домой?» – тихо спросил Чингук. Тэхён лишь слегка улыбнулся, не отвечая сразу. «Мне просто нравится атмосфера». Чингук тихо рассмеялся. «Тебе всегда нравится». Затем он сел рядом с Тэхёном, ничего больше не говоря. Просто сидел тихо, наслаждаясь атмосферой студии, которая начинала затихать после долгого дня. И по какой-то причине эта простая история растрогала многих. Потому что именно в такие моменты их отношения всегда казались самыми настоящими. Никогда на них были направлены камеры. Никогда тысячи людей кричали их имена. А именно в тех маленьких моментах, которые, возможно, никогда и не должны были стать достоянием общественности. В тот момент, когда Чингук вернулся просто потому, что увидел, что Тэхён еще не ушел. Момент, когда Тэхён выглядел наиболее спокойным, когда кто-то сидел рядом с ним. Словно присутствие друг друга по-прежнему было самым комфортным местом для отдыха после всех утомительных событий, через которые они прошли. И чем ближе BTS к своему большому возвращению,
тем больше таких моментов появлялось. И именно это делает их отношения такими незабываемыми для многих. Потому что в мире развлечений, полном образов, отношения Тэхёна и Чингука всегда кажутся слишком искренними, чтобы их объяснять. Они не всегда говорят друг о друге. Они не всегда демонстрируют свою близость на публике. Но всякий раз, когда они вместе, появляется другая энергия. Энергия, которая делает комнату теплее, спокойнее, живее. И, возможно, больше всего Ирмай трогает тот факт, что эта энергия все еще существует сегодня. После всех прошедших лет. После всех важных перемен в их жизни. После того, как мир столько раз пытался разделить жизненные пути каждого участника. Тэхён и Чингук все еще кажутся двумя людьми, которые тайно носят частичку своего дома друг в друге. Потому что некоторые отношения именно такие. Неважно, сколько времени прошло. Неважно, как сильно все изменилось. Но связь между Ви и Чингуком из BTS будет вечной. Спасибо, что досмотрели до конца. Оставьте комментарий, чтобы мы могли обсудить это в следующем видео.